begin. Добрый день, привет всем. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. И в первую очередь я хотела бы представить свою коллегу Гейл Аткинс. Hi, Gail, how are you? Hello, it's a pleasure to be here. How are you? Fine, thank you. So today, a lot of our designers, interior designers from Russia, we can see you directly, and we could make this presentation for them. Итак, я буду периодически говорить с Гейл на английском, но в первую очередь, конечно же, это будете слышать вы. Итак, еще раз представляю Гейл. Гейл это Head of Fashion, это руководитель кафедры фэшн-дизайна в университете Брайтон Метрополитен. Этот университет с прошлого года уже является частью UAL. UAL – это такой конгломерат лондонских лучших британских вузов, который находится именно в Лондоне. И только Брайтон получил эту возможность, как первый вуз, который находится вне Лондона, официально представлять UAL за пределами столицы. Гейл с удовольствием согласилась на эту конференцию, потому что в предыстории того, что наша новая коллекция British Style, она будет посвящена в первую очередь британскому стилю, и почему, и как мы работали, и самое начало и истоки Гейл затронет в своей презентации. А сейчас давайте послушаем ее, и я с удовольствием вам переведу. Естественно, мой перевод будет дизайнерский, поэтому я надеюсь, что вам будет всем понятно. Буду стараться использовать профессиональную лексику, именно дизайнерскую. Итак, so Gail, please start your presentation. We are waiting. Okay, so I'm going to give you a history of British wallpaper that was part of the inspiration for the Lymena Collection that Natasha is going to present today. Yes. Итак, мы поговорим немножко об исторической части истории британских обоев, и это именно такая основная историческая часть, которая была очень важна для нас, крайне важна, когда мы задумывались о британском стиле в коллекции. And just to put this into context, we're going back to the Industrial Revolution, which was 1750 to 1900, and the steam power made mining a lot easier, and engines were created. They were able to pump water out of the mines, and the steam engines would eventually be able to drive trains, which meant travel for goods and for people from outer villages into cities became much more feasible. So it established a greater range of locations for business and for people. And James Watts was the inventor of the steam engine back in the 1700s. Как основная информация из того текста, что сказала Гейл, естественно, индустриальная революция, именно изобретение паровой машины Джеймса Уатта, оно послужило таким толчком в индустрии для этого времени. Естественно, когда пар начал работать на полную мощность, уже заменялись обычные котельные паровыми котельными, появились паровозы, которые тоже двигались с помощью пара, и это дало, конечно же, огромный скачок индустрии, и именно поэтому мы здесь говорим о Лондоне и о британской индустриальной революции. And this next slide looks at textiles and wallpaper and how the Industrial Revolution affected that. So the textiles industry is a good example of industrialization, since it transformed what was previously a cottage industry into a factory system. This came about as a result of the invention of the spinning jenny, which was in 1764 by an English inventor, James Hargreaves, and then John Kay's flying shuttle in 1733, which revolutionized the production of the first spinning and then weaving. Prior to that, it had been done by hand, but it made it much faster and more of a factory. Yeah. Итак, текстильная индустрия – это, конечно же, прекрасный пример того, как индустриализация трансформировалась и как она интегрировалась в индустрии, которая до этого была просто ремесленной индустрией. И она уже становилась по-настоящему системой индустриальной. Естественно, может быть, многие из вас тоже знают об
известной ткацкой машине Дженни, которой, я уверена, что многие дизайнеры слышали на своих курсах истории дизайна. Так вот, эта машина, она как отправная точка говорит о том, как стала текстильная индустрия развиваться дальше и дальше. Также машины с челночным оборудованием, которое проходило через нить, оно также способствовало продвижению в индустрии текстиля. And coming back to wallpapers, so many early wallpapers featured stylized florals, motifs, and simple pictorial scenes copied from contemporary embroideries and other textiles. So the textiles were the first designs and they fed into the wallpapers. And until 1840, all wallpapers were produced by hand, using the block printing process, usually with wooden blocks. There's a demonstration here on the left of at Chelsea Harbour of a block printing process, which is a modern museum. Yeah. And then here on the right, you can see Jeffrey & Co. In 1939, the first wallpaper printing machines were patented by Potters and Ross, a cotton printing firm based in Darwin in Lancashire, here in the UK. So in Britain, production rose from around 1 million rolls in 1834 to nearly 9 million rolls. Yeah, thank you, Gail. Здесь вы можете увидеть на снимке слева демонстрацию блоковой печати именно оригинальных обоев Уильяма Морриса. Именно такие блоковые принты использовались при первых коллекциях обоев. И, естественно, дизайн, он был очень тесно связан с дизайном текстиля. И до 1840 года все обои вообще производились именно по блоковой печати, именно таким ручным процессом. Здесь также вы видите рекламу того времени, когда первые машины уже стали поставляться на фабрике. Опять же, это было связано с печатью по хлопку. Кстати говоря, многие фабрики, которые выпускают хлопок и шелк в Великобритании, они до сих пор используют старинные машины и какие-то аутентичные дизайны. Я хотела еще раз подчеркнуть, там у Гейла была такая фраза, что после 40-х годов в течение примерно 15-20 лет производство обоев вообще выросло с 1 миллиона рулонов до 9 миллионов рулонов. То есть такой огромный гигантский скачок в производстве. Представляете, практически в 9 раз. So, what effect did the Industrial Revolution have on people's lives? The promise of jobs in industry and wealth drew people from smaller towns and villages to move to the major cities. London was developed as the capital of England, and Parliament was set up there. Here we see a crowded but vibrant street scene from around 1800, and you can see there St. Paul's cathedrals in the background. Конечно же, индустриальная революция, она вела к чему? К тому, что люди двигались в города, потому что была возможность работать и получать зарплату именно в городах. Поэтому города крупные стали очень-очень активно развиваться. Естественно, здесь это способствовало развитию Лондона. Позднее там уже организовался парламент, и здесь вы, например, можете видеть одну из гравюр того времени, где на заднем плане кафедрали Святого Поля, и мы видим активные очень движения рабочих людей и как это происходило в этот момент. And in 1851, Crystal Palace, the Great Exhibition took place. Now, this was a celebration of mass production, which was brought around by the Industrial Revolution and factories. It was intended to promote and celebrate the extent of British manufacturing, and the exhibition was instigated at the time by Prince Albert and Queen Victoria. Здесь на этих слайдах вы видите рисунки, которые сделаны и были посвящены Великой выставке 1851 года. Я уверена, что почти все дизайнеры-архитекторы имели это в своем курсе истории дизайна, истории архитектуры, вообще истории искусств. Это выставка, которая проходила в так называемом Crystal Palace, в Кристальном дворце. Естественно, она была направлена на спонсирование, на
популяризацию британской мануфактуры. И также это была выставка, которая была организована непосредственно принцем Альбертом и королевой Викторией. Я также хотела упомянуть о том, что и напомнить всем дизайнерам о том, что если вы внимательно следили за нашими публикациями в интернете, мы разыгрываем в эту презентацию 5 каталогов, которые специально приурочены к выпуску нашей коллекции. Это ограниченная партия, и если вы внимательно слушаете то, что говорит Гейл, я уверена, что у вас будет возможность у 5 первых дизайнеров выиграть эти мини-каталоги. Удачи! Yes. So this is another image of inside the Great Exhibition. It presented opportunities for competing nations to promote their industrial might and demonstrate their prowess in manufacture, applied arts and crafts. And there would have been lots of textiles and wallpaper printing at this Great Exhibition that were more mass-produced than they had been in the past. И посмотрите, это гигантская так называемая, действительно так называемая Great Exhibition, великая выставка, на которой было огромное количество участников. Там были маленькие, большие мануфактуры. И, естественно, это был огромный прогресс и большой индустриальный скачок, способствующий развитию и еще больше и больше мощности мануфактур, которая постепенно привлекала art and craft, то есть искусство и ремесла, и интегрировала это в производство. Смотрите, сейчас, конечно, очень интересно смотреть на эти гравюры, потому что мы все прекрасно знаем, что сейчас для нас значит собрание большого количества народу, мы все в масках. Вот, пожалуйста, первое, о чем мы сейчас начинаем думать, это почему все были без масок. Thank you, Gail. Next. And in a very different sense of design, Uильям Моррис had an opinion. If you want a golden rule that will fit everything, this is it. Have nothing in your houses that you do not know to be beautiful or believe to be beautiful. Uильям Моррис was very much against the Industrial Revolution and promoted handcrafted design. И, естественно, здесь это первая личность, первая персоналити, о которой бы мы хотели упомянуть сейчас, это Уильям Моррис. Здесь вы видите один из его интерьеров с оригинальными коврами, с оригинальными подушками, один из кадров из каталога того времени. И Гейл здесь напоминает его известную фразу о том, что не имейте в доме ничего ничего того, что не могло бы быть полезным, или ничего того, что вы не считали бы красивым. Это такое золотое правило для интерьерного дизайнера и вообще для нас, для всех, даже тех, кто не является дизайнерами. И, естественно, Уильям Моррис – это была очень знаковая фигура в эту эпоху, очень известная и очень значимая. So here's an image of Uильям Моррис. His dates were 1834 to 1896. So he was a young man at the time of the Great Exhibition and famously refused to enter. He was with his parents in London. So he believed in a world where man and nature could live in harmony and respect each other. He was against the industrial and mass-produced design, and he fought for the preservation of architecture. He was a social activist of the time, and he founded a society for the protection of historic buildings. This photo on the left was taken just after he graduated from university. He was very privileged, born into a rich and wealthy socialite family, but he was also a rebel, and he spoke out his mind. Noticeably, if you see his clenched fist here on the table in this portrait that he's had. Yeah. Итак, Уильям Моррис, его дата жизни вы видите, и, конечно, это даже был человек своего времени. Он верил в том, что человек может жить в гармонии с природой, и природа и человек будут уважать друг друга. Он был против индустриализации, таких мощных темпов индустриализации, и против массового производства.
Уильям Моррис также участвовал в сохранении исторических зданий, он даже был таким социальным активистом своего времени и даже участвовал в разных конгломерациях, разных обществах защиты исторических зданий. Здесь вы видите, слева вы видите фотографию, когда он только что защитил свой диплом в университете. Конечно, это был очень образованный, очень культурный, очень значимый, очень достаточно респектабельный человек. Он жил в Лондоне со своими родителями, но в то же время у него был такой бунтарский дух. И вот как раз на этой фотографии вы можете видеть правую руку, сжатую в кулак, которая как раз напоминает нам об этом. Examples of the stylized floral techniques on his wallpapers here. We've got a naturalistic, a very British take on pattern, which has been very much an inspiration for the Lymena Collection. So this is on the left a wreath wallpaper designed by Uильям Моррис, and it's from 1876, produced by Jeffrey and Co. They'd often use factories to block print the designs. And he was asked to refurbish St. James's Palace in 1880. So this image on the left, it needed 68 separate printing blocks to create the repeat over 2 wallpaper widths. Yeah. Итак, Уильям Моррис, конечно, был достаточно продуктивным автором, даже несмотря на то, что он был против индустриализации, но, тем не менее, арт и крафт занимало все его время, естественно, он собирал вокруг себя людей, тоже я добавляю от себя. Он очень был стилизованным автором, стилизованным художником, пытался реализовать растительные орнаменты, цветы, растения, природу именно своим особенным методом. Для этого времени это было достаточно радикально как дизайн, именно потому что он использовал разную плановость, разную стилизацию, разные декоративные приемы. В 1880 году Моррис попросили также декорировать комнаты в лондонском дворце Святого Джеймса. А вот, например, здесь история упоминает о том, что для печати этого образца они употребили 68 отдельных принтовых блоков. Это означает не только цвета отдельно, но еще и размер принтового блока, потому что, естественно, принтовый блок, он не мог быть очень гигантским. Кстати говоря, Гейл говорила о том, что у нее в университете сохранились в лабораториях и в библиотеках тоже принтовые блоки, и, возможно, следующую нашу конференцию она даже принесет их домой, и таким образом мы сможем увидеть живые принтовые блоки. And these images are courtesy of the V&A. This is a sunflower wallpaper designed by Uильям Моррис in 1879. He produced papers that were not only balanced, figuration and ordered, but which were flat and stylized, which was very unusual and distinctive for the time. Знаменитый цветок sunflower, подсолнух, который был выполнен в студии Морриса в 1979 году, был необычен еще и потому, что он был такой очень стилизованный, упрощенный и в то же время хорошо сбалансированный. Мы хотели бы именно уточнить, что для того времени это был очень современный, очень модерновый дизайн, примерно так, как сейчас для нас очень современные эксклюзивные материалы. And just a bit of background to how these things were produced. This is a woodcut being produced by the BWA Langley Printworks, which was in Lancashire. And it just shows you some of the printed blocks. So each one of these with the number on would be printed onto wallpaper or textiles in a sequence. Здесь вы видите изготовление непосредственно этих принтовых блоков, и каждый блок, конечно, естественно, преимущество этой старой ремесленной технологии, что блок мог использоваться одновременно и для печати по текстилю, и одновременно печати для обоев. Так как обои набирали больше и больше оборот, это пользовалось большей и большей популярностью, метраж в домах, естественно, очень большой, соответственно, блоки пользовались огромным спросом. And it wasn't easy to become, so
so good at this technological printing, and you had to go through a 7-year apprenticeship. And this is City and Guilds of London. They trained craftspeople back in the 18th century, and they're still training in technical expertise today. Здесь я бы хотела еще упомянуть о том, что, естественно, британское образование, оно очень мощное в области дизайна и в области практики, именно потому что оно очень-очень тесно связано с практикой. Вот здесь Гейл, например, показывает эту медаль, которая была посвящена, которая называлась City and Guild of London. Гейл, please, can you back before to the layout before? Yeah, thank you. Итак, здесь мы видим, насколько рано зародилась система вообще вот этого базового образования в области Art and Craft в Лондоне. Они пытались всеми силами связать ремесленничество и арт. То есть это такой очень интересный факт, который родился именно там. And here's an example of one of the certificates following the woodcutting apprenticeship, which was a 7-year apprenticeship. And then you could work on designs for wallpaper or textiles to the kind of quality that someone like Uильям Моррис would expect. А вот здесь вы видите, например, сертификат, который подтверждает то, что этот специалист, он провел 7 лет опыта, да, то есть практики, apprenticeship, это именно практическая работа, которая именно связана с работой для обоев и текстиля. То есть, представляете, такой длительный срок. Естественно, для нашей профессии, для тех, кто связан с дизайном, с арт, все знаете, что это проходит годы и годы для того, чтобы получить очень высокий уровень. So in 1740 to 1940, the print industry expanded into silk and textiles and luxury wallpapers. This is an image from Macclesfield, which was in the north of England. This area of Yorkshire produced a lot of textiles and wallpapers. And these houses around 1700 were built in rows to accommodate the industry workers. Здесь мы видим северный Macclesfield в Англии, и, естественно, с периода второй половины XVIII века до середины XX века принтовая индустрия, она, конечно, была очень-очень развита, и она уже пошла дальше в шелковое производство печати, таких знаменитых до сих пор фабрик, как Liberty, например, и также плюс ко всему развитие высокого лакшери уровня обоев. И здесь вы видите, что даже дома рядом с фабриками, они строились таким образом, для того, чтобы было удобно располагать работников предприятия. So the middle image here is the brochure for the archive, which is the Warner Textile Archive. And it's based in Essex. And I've been working quite closely with the archive to research for the Lymena Collection. On the right, we can see traditional images of men block printing with the wooden blocks. And on the bottom, a large scale printing onto a piece of wallpaper that would be printed one colour at a time to perfection, and everything would be matched on a multicoloured surface. На этом слайде это такой очень значимый слайд, потому что здесь как раз Гейл показывает вот верхняя картинка справа, где вы видите мужчину, который печатает принтовым блоком. Это картинка, которая принадлежит архиву Warner Textile, который находится в Эссексе, и это очень серьезный архив, который примерно большая часть его образцов это конец 18 и начало 19 века. И Гейл посчастливилась очень плотно работать с этим архивом, в первую очередь и также для своих студентов фэшн-дизайна. И когда мы к ней обратились для поиска правильного направления, для того, чтобы проконсультировать нас по британскому стилю, Гейл в первую очередь рассказала мне об этом в Warner Textile, текстильном архиве. Я сама лично тоже общалась с хранителями архива. Естественно, очень был такой вдохновляющий момент для нас. И
Итак, наверху вы видите картинку, когда человек печатает вручную небольшим принтовым блоком, а внизу это такие уже большие принтовые блоки. Естественно, каждый цвет печатается за один раз, потом он должен просохнуть. И многоцветность здесь достигается именно тем, что блоки идут один за другим, и именно нужно сохранить четкость попадания каждого рисунка внутрь себя. Вот слева вы видите именно современные фотографии из Варнер текстильного архива, где Гейл посчастливилось быть, и как раз каким образом сейчас хранятся принтовые блоки в архивах и документация. So another style, so the interiors and wallpaper styles continue to inspire each other and cross over. So you'd often see the same kind of stylized images of flowers and forests through textiles and through wallpapers. And this is another image from the textile archive, the Warner factory in the 1800s when it was still in action. Now everything is archived and it's to preserve the block prints and the wallpapers. Итак, здесь мы еще раз показываем о том, как постепенно передвигались и перетекали дизайны из текстиля в интерьерную моду и обратно. Здесь мы видим именно craft people, ремесленники, которые работали в Варнер текстиле, в этой фабрике, и они занимаются печатью по шелку. Очень часто, конечно, использовались именно натуральные мотивы, птицы, элементы природы. Удивительное сочетание и слияние мотивов, которые перетекали в интерьерный дизайн и в текстиль. Естественно, это тоже нас очень вдохновляло при создании коллекции. And this is what the mill would have looked like back in the 1700s and 1800s. So textile and interior design coexisted in the Industrial Revolution. And this was actually the advert for the factory in 1875. So they were advertising to sell their goods, and they're also advertising for people to come and work at the factory. So they employed thousands and thousands of people. Итак, здесь еще раз показывает эта гравюра о том, как текстильно-интерьерный дизайн развивались благодаря индустриальной революции. И это такие новые постройки, которые были сделаны в 1875 году. На этой гравюре мы видим даже даты. Это, опять же, Варнер конгломерат, в котором выпускалось большое количество текстиля. And then this is looking now at a historical image of Uильям Моррис on the right there, and then an example of the Lymena Collection, which has been inspired by the British style and the history and the stylized flowers, but brought into a modern and contemporary colorway. А здесь вы видите небольшое превью, небольшое предыстория той презентации, которую я начну позднее. Гейл показывает слева, это кадр с нашей печати, с нашего процесса производства, и справа кадр и иллюстрация обоев Уильяма Морриса с конца XIX века. Конечно же, наша идея была именно осовременить эту тему, и дальше вы увидите, как мы справились с этим сюжетом. And here another example of a forest scene. So deers and forest images were really popular in history, and in the new collection you'll see forest style wallpaper with very stylized and more contemporary colorways. Здесь еще есть один из примеров, тоже предвдохновляющий нашу будущую презентацию. Здесь слева вы видите дизайны оригинальные Уильяма Морриса, которые, опять же, связаны с природой, с лесом, так называемый ручей. В середине это фотография обоев из архива Варнер, и справа наша интерпретация, выполнена совместно также с Британской графической студией, которая попыталась сымитировать для нас печатные принтовые блоки. And now that concludes my short history, my brief history of wallpaper in England. But I have a question to the designers watching.
The Great Exhibition of 1851 took place in London, but what was the name of the venue? Итак, я думаю, многие уже поняли и догадались, почему у нас здесь русская фраза. Итак, вопрос Гейл к дизайнерам, которые внимательно слушали нашу презентацию. Великая выставка 1851 года проходила в Лондоне. Так как же называлось само место, в котором она проходила? Я вас прошу отправить в чат, в живой чат, ваши правильные ответы. 5 первых правильных ответов выиграют наши мини-каталоги. Удачи вам. Я уверена, что этот вопрос не очень сложный для вас. И также, чтобы уточнить, наши коллеги свяжутся с вами и уточнят ваши адреса, имейлы и ваши контакты. А сейчас я хотела бы в первую очередь поблагодарить Гейл. Gail, thank you so much for this nice presentation. Thank you. It was just a pleasure to work with you on this project. It was so excited to see the old design, to see this connection. And I hope that my next part of presentation about Lymena Collection will connect our both parts. Thank you so much again. Thank you so much again. And now Gail, she will stay with us. То есть Гейл, она с нами еще останется. Я бы попросила сейчас нашу техническую поддержку запустить небольшое видео, в течение которого мы сможем переключиться, и я смогу уже дальше поделиться своим экраном. Небольшое видео, которое показывает именно момент производства печатных блоков. Лазерными установками. А вот этот кадр я просто обожаю с краской. Примерно таким же образом в следующий раз мы будем печатать нашу коллекцию. Принтовые блоки, которые прижимаются. The design on this paper is printed with glue. This doesn't mean you can hang it up back to front. It's part of the preparation for flock printing, making that embossed velvety paper. The length is placed in the long flocking sieve, which contains the loose flock. He needs that protective mask. Without it, he'd sneeze, sneeze, sneeze all the way home. The flying flock only sticks to the actual design, giving it a relief effect. This is burnishing, making the flock pile lie one way to give it a sheen. Some of this regal paper is hanging in Balmoral Castle. But what about your semi-detached car? Do you dig this? Or
Итак, сейчас я начну уже свою презентацию, я поделюсь своим экраном. Итак, я хотела бы убедиться, что вы все видите мой экран, если коллеги мне ответят сейчас. Yes, все в порядке? Gail, it's fine. Do you see my screen? Yes. Yeah, fantastic. So, okay. Итак, британский стиль и наша первая коллекция в этом сете Forest. Нам хотелось бы, естественно, эту стилевую линейку сделать чуть больше, чем развиты только на один каталог. Скорее всего, в этой коллекции будет 3, а может быть 4 каталога. Итак, первая коллекция под названием Forest и ее первые превью, первые фотографии. Здесь вы видите фотографии с фотошутинга. Естественно, мы в своей работе, как вы уже поняли, вдохновились очень взаимодействием с архивом Варнера, с Гейл. Здесь вы видите, какие цвета мы использовали, как это может сочетаться также с красками Swiss Lake. Один из первых и знаковых дизайнов, которые мы использовали в этой коллекции, это дизайн именно с оленем, дизайн лес. Здесь вы видите, как он прекрасно сочетается с фоновыми оттенками. Кстати, фоновых позиций здесь будет достаточно много. Фоны у нас идут биколорные, то есть там вы увидите особенный оттенок на первом плане и другой оттенок впереди, поверх обоих, что даст вам определенный такой шарм, эффект мультицветности. Здесь вы видите темную гамму этого рисунка, этого дизайна. А здесь крупный план. Опять же, мы старались максимально подойти близко к очень теплым, приятным, душевным оттенкам интерьерным, те, которые кажутся нам более историческими, но в то же время, которые будут прекрасно вписываться в современный интерьер. Здесь еще следующий дизайн и следующие раскладки. То есть у него великолепная гамма, очень широкая палитра, которая сочетается между собой. А здесь вы видите панно. Панно было выполнено специально для этой коллекции на нашей аутентичной машине. Панно очень хорошо подходит к основному дизайну, к основному стилевому дизайну. Естественно, здесь изображается лес, оно очень монохромное, и вы увидите его в нескольких оттенках. Вот здесь, например, один из самых светлых оттенков этой коллекции. А здесь плотная его вариация, почти глубокий серый черный цвет. Следующий дизайн, который очень важен здесь для нас и который вы уже видели несколько минут на предыдущей презентации Гейл, это Scottish Flower, такой шотландский цветок, который очень знаковый для этого региона. И здесь наша любимая фотосессия. Вот как он смотрится в интерьере. Опять же, тоже очень глубокие оттенки перетекают в светлые. Он прекрасно сочетается с фонами и с клеткой, о которой мы поговорим еще позднее. Здесь прекрасная вариация глубокого фиолетового и кофейного. А здесь дизайн килт, это клетка, такая традиционная британская, шотландская клетка, которая, естественно, без нее никак было нельзя выпустить эту коллекцию. Она великолепно подходит ко всему, и оригинально, и до сих пор очень современно, и прекрасно соединяет дизайны между собой. Я думаю, что дизайнеры это оценят, как она работает в интерьере. Кстати говоря, хотела бы уточнить о том, что наша британская коллекция, именно стилизованная со старинными дизайнами, навеянным духом Морриса, это первая коллекция, которая выпущена в этом стиле на флизелине. Дизайн Палампур. Этот дизайн вообще очень интересный, потому что он возникает из отдельных элементов, которые складываются в листья и сами по себе потом превращаются в
эффект деревьев и превращаются дальше в гору. Такой символ жизни и символ, который заставляет нас задуматься о смене времени. Он также был навеян поездками, индийскими поездками британских путешественников. Здесь вы видите светлые варианты. Мы также подготовили очень светлую, приятную гамму, очень хорошо продаваемую на данный момент. А здесь такие серебристые оттенки, которые, я уверена, что вы оцените и очень хорошо работают в интерьере. Вариант со светлым, спокойным, зеленым, очень благородным. Это клетка, я возвращаюсь к ней, как она мощно и активно смотрится в интерьере. Здесь еще один пример клетки. Это наша тематическая, опять же, такой тематический натюрморт, который завершает уже мою презентацию. И это финальный кадр из нашей фотосессии. Итак, я хотела бы еще раз напомнить своим коллегам, что если у нас есть уже информация о победителях, я с удовольствием ее озвучу. Вот я вижу, мне пересылают вопрос, фоновые цвета будут новые или уже из вышедшей коллекции? Нет, фоновые цвета будут все новые, мы напечатали их все абсолютно с новой темой, они очень сложные, то есть я думаю, что у вас они очень прекрасно будут сочетаться со всеми другими оттенками. Если есть какая-то информация еще, если меня слышат мои коллеги, потому что это прямой эфир, пожалуйста, напишите мне, если известны уже победители. Если я не получу этого ответа сейчас уже в эфире, то вполне возможно, что мои коллеги уже сообщат, и мы свяжемся с вами. Я надеюсь, что все у нас в порядке, все двигается очень хорошо. Just a few words for Гейл. Итак, правильный ответ. Сейчас я услышу сигнал от моих коллег, какой правильный ответ, я его озвучу, естественно. Сейчас я получу ответ от моих коллег. Дайте мне знать, могу ли я уже озвучивать правильный ответ. Екатерина Губкина, я вижу, точно ответила, правильно. Кто-то еще? Крея Галерея. Кто-то вышел из своего официального аккаунта. Елена Литвинова, тоже поздравляю с правильным ответом. Липнина Кострома, поздравляю с правильным ответом. Итак, и скоро еще получу 5-го претендента. Итак, Crystal Palace – это был правильный ответ. Yes! Спасибо вам всем, кто участвовал в нашей конференции. Я надеюсь, что это все было не зря, потому что мы, естественно, создали такую атмосферу действительно Британского университета. И thank you so much, Gail, again, that you stay with us this British morning, and now you have 2 hours less than in Russia, and in some region, you know, they have more and more, so it's really a huge country, and probably next time they will know who are you and what they will waiting from us. Thank you so much. Спасибо вам большое. Мои коллеги просят, чтобы вы направили вот все победители, которых я озвучила, чтобы они направили свои имейлы нам в директ, либо в Инстаграм.
Еще раз огромное спасибо и удачного вам дня. Бон аппетит и до новых встреч. До свидания.